Привет, друзья. Цепь тоже на воск. Как я сделал на этом велосипеде. У меня уже вон стоит. Отмокает. До почти сейчас 3000. ТикТок. Разные цифры. Это никак вообще не монетизирует. Все, очень много людей. Это миллионы миллионов. И только все портят. Ну что ты прислушиваешься к смыслу и теряешь связь денег. Короче, где-то планирую. Привет, друзья! Сегодня у нас январь, не помню какое число, наверное, 7, 8, 15. Решил прокатиться немножко на велике, потому что смонтировал только что видео из фотографий за 2004 год. 2004, я шканю. За 2024 год смонтировал такое получасовое видео из, наверное, 1006 фотографий. И наложил такую энергичную музыку на все это дело. И так классно получилось. И так прямо драйвово, что я прямо не могу сидеть дома такой. Все, я пошел кататься. Хотя на улице сейчас, ну, около нуля или, по-моему, легкий минус. Но не могу сидеть дома, поэтому сейчас погоняем, покатаемся. Я разобрал свой старый вил. Хочу перевести трансмиссию, цепь тоже на воск, как я сделал на этом велосипеде. А для этого мне надо отмыть сейчас всю полностью трансмиссию. Сейчас я еще сниму переключатель. Мне надо еще корыто побольше, чтобы это все отмыть. Цепь у меня уже вон стоит. Отмокает в такой очиститель бензина, на основе бензина. Мощная штука довольно-таки. Уже неделю у меня там цепь стоит, отмокает. Ну, чтобы ее отмыть от масла, я не знаю. Я сейчас достану. Наверное, возьму зубную щетку. Возьму ее домой, вытащу, достану зубной щеткой. Буду мыть. Потому что она должна быть полностью обезжирена, чтобы парафин пристал. Погнали, друзья. Задачка, вопрос, где мыть кассету. Тут она не влазит. Я сейчас вот эту, наверное, канистру разрежу. Вот так вот вверх срежу. То есть по ширине она туда влезет. По высоте может не совсем, но это и не обязательно. По ширине. То есть она получится то же самое, что это, только повыше. Ну да, нормально в принципе. Пока помыл трансмиссию, то я до конца не отмыл. Короче, еще, наверное, час я там провозился с тем велосипедом. По принципу я им вожусь, а по принципу каждый раз, каждые выходные по чуть-чуть. То есть он у меня как второй велосипед, и я его хочу за зиму привести в порядок. Там надо тормозную жидкость вкачать, прокачать на задних тормозах, трансмиссию помыть, цепь завосковать. И переднюю покрышку поменять. Все это уже есть. Только надо сделать. По чуть-чуть это делаю. По принципу каждый раз по чуть-чуть вышел, разобрал кассету. В следующий раз пришел, помыл кассету. И вот так вот по шажочку я им занимаюсь. В принципе уже трансмиссия чистая. Относительно, конечно. Не знаю, что с цепью делать. Она все равно, я пролежала в бензине неделю, все равно она не чистая. Я еще попробую этим моющим средством для мытья посуды и зубной щеткой потереть дома. Сейчас заберу ее домой, наверное. Вот такой вот план, друзья. Я такой счастливый, что я выехал вообще. Я не знаю, я так замотивирован, просто не могу передать. Сейчас дальше будет это получасовое видео, которое я смонтировал с этих фотографий с прошлого года. Там в основном велосипед, ну и наши с Ирусей там большие и маленькие путешествия. И это прямо под музыку так мотивирует, что прямо вообще не можешь дома сидеть, такой копытом бьешь, все. Я так счастлив вообще, что я вот связался с велосипедом. Это так делает мою жизнь. Такой, приносит такой кайф и драйв. Удивительно. Похер на ту погоду. Вот сейчас вот небольшой минус. Вообще не напряг. Не большие дистанции, конечно. Там, я не знаю, километров 20-30 максимум. Но это такой кайф.
такой драйв, я так счастлив вообще, что у меня есть велосипеды в жизни. Вместе со всем вот этим вот велосипеды, YouTube канал, похер, что его никто не смотрит. Сам факт вообще, это видео просто, наверное, чужим людям это будет вообще неинтересно смотреть чьи-то фотографии, под какую бы там музыку не было, 6000 фотографий, полчаса. Ну, для меня это прямо, я такой, нихера себе у нас был 2024 год, учитывая то, что я в 2 смены работаю, и меня больше дома нету, чем я есть, я больше на работе живу. И еще такое вот получасовое кино получилось, 6000 фотографий, 80 велотуров было за год, я посчитал, у меня есть такая фишечка, сейчас расскажу, сопли выйду. Заключается в том, что в конце каждого года я подбиваю итоги в виде такого финального видео из всех фотографий за год и письменного отчета у себя в блоге. И так как я веду еще Пятибук, это такой как бы ежедневник, только на 5 лет. К слову, он сейчас закончился. 5 лет я уже веду ежебук, Пятибук. Блин, уже лет 8 я его веду. То есть это у меня уже 2-й закончился. Я сейчас купил новый на следующие 5 лет. В принципе, там особо я много не пишу. Только тренировки свои. Ну что это я с детства их записываю. Мне надо обязательно знать, сколько я в прошлый раз подтянулся, отжался. Я без этого не могу. Велотуры свои записываю. Ну, в принципе, это ведет у меня Strava эту отчетность. За велосипедом у меня следит Strava. Там я подсчитываю километраж, сколько туров было, сколько высоты набрал, сколько часов проездил, все в Stravе. А в Пятибуке это тренировки. Ну и так все схематично, типа сходили, покушали, были там-то, тренировка. И вот я подсчитываю, значит. И нашли тайник, не нашли геотайник. За год мы нашли заброшенные 32 геотайника. Это, конечно, цифра чисто символическая. Там я какие-то в прошлом году немного подправил теперь цели. Вообще все у меня в блоге. Там боковая колонка такая, я прямо там у меня на год прописаны цели, прямо с графиком, в реальном режиме, сколько чего. Разные цели были там в этой колонке в прошлом году. В этом году я некоторые убрал, некоторые добавил. Такие, например, как выучить там сколько-то слов по-немецки, это вообще нереально, потому что хер его знает. Вот так прямо сидеть и зубрить, я этого не делаю. Но какие-то слова вот в повседневности приходят, конечно, новые. Старые забываются. Вот. Значит, 32 тайника, но эта цифра просто чисто символическая. Никаких целей там нету там. Это повод, вообще геокешинг это повод, что это как бы цель для наших, для моих. Если я еду один, то для моей велопокатухи, если вдвоем для нашей велопокатухи, чтобы была цель. Потому что мы уже ездили всю округу, и иногда бывает скучно просто бесцельно ездить. А так ты выписываешь координаты, едем на велосипеде, ищем, и как бы есть цель. Для этого геокешинг. Посему в этом плане все равно, сколько мы их там нашли, не нашли. Главное, что он у нас есть. 91 тренировка, по-моему, за год была силовая, я посчитал, они у меня все в моем Пятибуке родном записаны. Блин, учитывая то, что я тренируюсь каждый 3-й или каждый 4-й день, прилично, я думал, будет меньше. То есть в году 365 дней, 100 из них я тренировался, 80 велотуров у меня было, велопокатух. То есть фактически 200 дней из 365 у меня был какой-то активитет спортивный. Вот. Какие там еще деньги я там подбиваю, тут цифры я озвучивать никакие не буду, просто ставил цель себе на 3000 евро за год больше заработать, заработал. В этом плане не то чтобы все нормально, все ништяк, их всегда мало, всегда не хватает, ну, главное, что не меньше. Что там еще, какие еще там цели я подбиваю? Статистику по своим соцсетям. Подбил в Инстаграме там минус 50 человек или 30, по-моему. Я им вообще практически не занимаюсь.
в YouTube. YouTube подрос из 370, по-моему, в начале года до почти сейчас 3000. TikTok тоже подрос, там, по-моему, с 4 сейчас до 10 тысяч почти. Ну, я им тоже особо не занимаюсь, мне из этого всего интереснее только YouTube. Все остальное это так, чтобы продвигать видео с YouTube там. Facebook, у меня там огромные группы, это вообще отдельная тема. И я когда-то занимался плотно Фейсбуком, платил деньги там за обучение, за программы, насобирал там группы, страницы. У меня огромные страницы есть, огромные группы. Группа там под 500 тысяч человек, страницы по 100 тысяч человек, там всего вместе. У меня на начало этого года где-то было всего подписчиков 780 тысяч. Но это такие бесполезные цифры, это никак вообще не монетизировать. Единственное, что я выставляю ссылки в этих группах, страницах на свои видео, но эти видео тоже показываются мизерной частью подписчиков. Вот это такие алгоритмы Фейсбука. То есть ссылки, всякую вот такую фигню, они никому вообще не показывают. То есть, если у тебя, например, там 500 тысяч человек в группе, а ты выставишь ссылку на видео, и это видео будет в этой группе просмотрено человеком, показано человеком 100, там максимум 300, 500 может быть. Из этих 500 может быть один кликнет, и то вряд ли. Так что это все, вообще в целом Facebook меня заманал. Это какая-то такая, какие-то такие а-ля Одноклассники, только на европейский лад. Все галдят, все орут, все, очень много людей, и это миллионы миллионов. И все хотят внимания, перетянуть одеяльце на себя хоть на секунду. И это так все раздражает, это все так попсово выглядит. То есть я смотрю, если я лайкаю там всех подряд, то и меня люди лайкают в ответ. Если как только я перестаю лайкать, все, меня тоже, что бы я ни написал, что бы я ни выставил, никто не лайкает. Это такая просто пустопорожняя трата времени, не знаю. Я выставляю там как что-то периодически, но так как раньше, часто, регулярно что-то писать, выставлять, вообще больше нету желания. Разочаровался я вообще в соцсетях. YouTube мне нравится, а все остальное как-то вот от фонаря в виду вообще. Вот такие вот итоги года я подбиваю в своем пятибуке, в своем блоге на blogspot.com, в гугле блогерская платформа. Там у меня блог еще с незапамятных времен, уже последние лет 15. Вообще нету его почему-то в гугле в поиске. Никто на него не заходит вообще. Если забить Алекс Титанов там блог в гугле, вообще ни хера нету, к сожалению. Хотя казалось бы, площадка от гугла, и все блоги должны быть от гугла на первых где-то местах. Ни хера вообще близко такого нету. Веду этот блог чисто вот как свою персональную какую-то страничку, и иногда даже счастлив, что его никто не видит, не читает, никто его не знает. Может, кто-то там иногда там из любопытства каких-то из старых там знакомых, мне кажется, такие, что он там, этот придурок, опять написал. А так, ну, никто его не читает, никто не смотрит, и как бы и мне это даже нравится, потому что иной раз я вот в Фейсбуке, у меня такое ощущение, вот вечером, когда в каком-то приподнятом настроении, вечером, вообще в целом, напишешь что-то такое, а потом на следующий день, блядь, как будто голый, как будто что-то какой-то там рассказал, какие-то тайны. Такой, нахера это вообще, кому я это вообще рассказываю? А в блоге это вот этих угрызений совести вообще нету. Потому что там никто не читает, никто не смотрит, ты как бы сам для себя пишешь и не ждешь никакой ни от кого реакции, одобрения, лайков, вот этого всего. У тебя нету никаких ожиданий, и поэтому это так классно, это как будто какой-то такой интернет, дневник такой ведешь, и его кроме тебя никто не видит. И в то же время он открытый, и если действительно ты кому-то интересен, то он найдет и прочитает. Вот так вот. Вот такое вот отношение. Я к чему? В общем, я начал с этого видео, которое я составил по фотографиям. Я уже это делаю последние года 4, но в этом году прямо как-то очень бомбезно. Во-первых, надо убрать нахер все песни на русском языке. Они только все портят. Потому что ты прислушиваешься к смыслу и теряешь связь с этим визуальным контентом. Надо, чтобы что-то было
зарубежная. Чтобы ты ни хера не понимал, о чем там поется, ну только драйв тебе передавался. Или минор, или мажор, что-то в зависимости от ситуации. Так составил эти прямо фотографии, что иногда прямо они попадают под музыку. То есть смена кадров влетает в ритм. И здорово, меня до мурашек прямо. Меня единственное, Ире показываю, она равнодушна к этому. Ну да, окей, да. Ага. А здесь не та хронология. Сначала было это, а потом вон то. А мне это вообще вот похер, что было сначала, что после. Меня сам вот это визуальный и аудиоконтент, который вот сопровождает, до мурашек. Я прямо до мурашек, что мы успели столько за год вообще всего сделать, предпринять. Обалдеть. Я сейчас это видео вставлю сюда тоже. Получасовое. Я снимаю сейчас пейзажи по дороге обратно. Много сегодня катать не буду, уже прохладно довольно-таки. Вот, все, друзья. 2024 год был классным. Все было, как я хотел. В целом, все супер. Подписывайтесь, кто не подписан еще. Жмите колокольчик. Лайчок, если не жалко. Что еще? В этом 25-м будет еще интереснее. Я сейчас начал собирать деньги на кемпер. Ну, это где-то займет лет 5. Потому что я его хочу прямо с нуля или около того взять. И прямо, чтобы он был комфортабельный. А это стоит денег. Короче, где-то планирую. В этом году у меня будет полтинник. К годам 55, если ничего не помешает, собрать необходимую сумму. И тогда YouTube канал будет еще круче, потому что тогда я сможем путешествовать с ночевкой, то есть можно будет куда-то ехать, с велосипеды брать с собой, там спешиваться, пересаживаться на велосипеды, катать, ночевать комфортно, то есть там будет душ, там будет кухня, туалет внутри, все. И как бы раздвинутся рамки тогда от того, что мы можем себе как бы... Или я, Ира-то не особо этот турист, а я, например, смогу мотаться на выходные. И этот кемпер раздвинет рамки возможного. Соответственно, это будет больше интересного контента, больше путешествий, больше велосипеда, больше новых мест, а не вот это вот то, что я здесь все по округе своей езжу. Вот такие вот планы, друзья. Все, обнимаю всех нас с наступившим уже 2025 годом. Этот год будет у нас очень крутой, вот крутяцкий, я прямо чувствую. Погнали! Ах, да, совсем забыл сказать еще. 107 компакт-дисков и виниловых пластинок я собрал еще в этом году. В прошлом, точнее, в 2024 году я купил аудиосистему свою Тойфель и возобновил свое хобби коллекционирования компакт-дисков и виниловых пластинок ввиду своей дороговизны. Виниловые пластинки я не особо собираю, я их использую, покупку их тоже как цель для велопокатух. Я гоняю за ними в Росток на фломарты, блошиные рынки. Но это происходит не часто, летом. И, в общем, ну это дорогое вообще удовольствие. Поэтому по большей части я собираю компакт-диски. И всего получилось 16 виниловых пластинок. И сколько там, 91 компакт-диск собрал за год. Это тоже одно из направлений. В общем, много было чего. Я вот эти вот даже все сейчас не упомнишь. Кому интересно, заходите ко мне на блог. Ссылка в описании на мой блог будет. Буду признателен за комментарии и все такое прочее, если кому интересно. Была еще работа с нейросетями, покупка нового мощного ноутбука. Так, собака-то закрыта, надеюсь. Да. Для этого, чтобы с ними работать. В общем, много всего было. Все было супер. А будет еще лучше.
Еще забыл рассказать про последнюю свою покатушку, которая Рута Драйтинг. Не знаю, круто переводится. Отрезок, велоотрезок, веломаршрута 13, европейского веломаршрута 13. Я же 2 недели назад, или когда, на прошлые выходные, уже забыл. Не, перед Новым годом, 28 декабря. В том году, кстати, да, это еще было. Поехал от Висмара до Любека. И как бы этот веломаршрут весь, Рута Драйтинг, она проходит, я уже говорил неоднократно, там самой конечной северной норвежской точки до самой южной, там возле Черного моря. Между Черным морем и Средиземным морем проходит этот веломаршрут через 20 стран. И я загорелся по этому веломаршруту проехать через всю Германию. И этот маршрут проходит как раз по нашему побережью, от Штральзунда, Висмара до Любека, и потом спускается вниз через всю Германию. Я решил кусочками всю это через всю Германию проехать, так как я уже от Штральзунда до Висмара ездил на велосипеде. Я решил, это как бы, это был шаг 1. Следующий шаг — это от Висмара до Любека. И поздно выехал, я где-то в час выехал, в Висмаре я где-то там в 2:30 стартанул. Скоро потемнело, я туда ехал, уже фару включал, со светом ехал половину пути. Ведь погода паршивая, само Штреке это прекрасное, вдоль моря, красота неимоверная, хотя и туман стоял густой, летом-то, наверное, офигенно. И я весь промок, продрог, холодно было, ветрено, мокро, ну фиг с ним, я такой... Я еще когда выезжал из дома, всерьез раздумывал, брать еще с собой бутылку воды дополнительно. Потом, ладно, возьму. И, ну, моя фляга, она всегда со мной с водой, а еще дополнительную бутылку. Думаю, 57 километров там в одну сторону, туда-обратно 120, грубо говоря. Сейчас побыстренько смотаюсь. Сколько раз я уже эти сотки ездил. Да не тут-то было. Стресс ухапанул. Короче, туда ехал. Промок, продрог, а обратно уже все вообще в темноте ехал. И фара перестала, блин, светить, сел аккумулятор. Ну, у меня такой, пауэрбанк с собой, сейчас заряжу. Какой там хер, я подключил проводочек, я забыл оригинальный провод. И у меня какой-то маленький, только с таким разъемом, это USB, микро-USB. Я этим маленьким подключаю. Не пойму, заряжается или не заряжается. Красная лампочка моргает. А эта фара новая. Я вообще не знаю, как индикаторы должны работать. Зарядки и всего остального. Смотрю, мигает красная лампочка. Думаю, наверное, заряжается. Еду, подсвечивая фонариком на телефоне мобильном себе дорогу. Можете представить, 40 километров ехать в темноте, в такой погоде, в холодрыге, подсвечивая себе телефоном. Это капец. И, короче, я такой, наверное, уже фара зарядилась через где-то там каждый час езды с мобильным телефоном. Включаю фару, она загорается, все, я разгоняюсь, и она, блядь, на полном ходу вырубается. И вообще кромешная мгла. Я по тормозам, вот и там такая вот где-то приблизительно ширина дорожки, но она то через лес, то какими-то оврагами, то полями. Последний раз, когда я уже психанул, она где-то в лесу, я спускался с горки, быстро ехал, и она выключила. Я по тормозам, меня юзом, думаю, бля, сейчас об дерево захерачит. В общем, фара вообще не заряжалась, и телефон периодически тоже разряжался, приходилось ехать вообще в полной темноте, ориентируясь просто на какие-то очертания дорожки. И, короче, остается 13 километров до Висмара, до машины, и у меня пробивается заднее колесо. Это, к слову сказать, о покрышках, которые здесь стоят, они тонюсенькие. И случается это прямо вот так вот в чистом поле. И уже где-то было 11 вечера, наверное. Ну, то есть ночь уже фактически. Я хер знает где от дома. В 100 километрах от дома. Машина стоит в 13 километрах. Темень, мгла. Я такой, блин, ну здесь я
Камера у меня с собой. Все с собой, насосик маленький с собой. Я такой, ну здесь я посреди поля. Я попробовал покачать. Этим насосом тоже, блядь, хер просышь. Он качает, не качает, то не качает. Вообще, блин, там зависит от какого-то угла, с которым ты его держишь. В общем, я попробовал накачать. Думаю, может, как-то просто золотник ниппель этот спустил. Вообще, какой там хер. Думаю, ладно, 13 километров дойду пешком. Иду пешком, а уже 100 километров проехал. И просто потухаю, просто вот на ходу чувствую, что силы меня вообще покидают. Я так замерз, так устал. И я такой, бля, не дойду 13 километров, реально. Что делать? Такой, там какой-то кемпинг этот для вонмобилей. Парковка, и такой парковочный автомат стоит, и так тускло светит. Я думаю, ну сейчас возле него поменяю камеру. Дошел до него, перевернул велосипед, снял колесо и не могу разбортировать покрышку. То есть руки замерзли. Она еще здесь такая, ее так на этом велосипеде, на том, на моем хардтейле было тяжело. А на этом полный звездец. Руки замерзли, окоченели. Не могу снять. И чем дальше я вот это вот суещусь, тем больше все, весь велосипед уже внутри покрышки обрастает грязью, потому что это не на асфальте, а такой какая-то, ну, песочная какая-то такая площадка из песка, какой-то глины, не знаю. Я такой болотом весь, я такой, блин, не, нихера здесь не получится. Собираю все обратно и иду пешком дальше. И Руся там уже паникует, наяривает там где, когда, что, я его успокаиваю, все нормально, технические проблемы. А сам такой, думаю, как дойти-то? Я вижу где-то вдалеке свет какой-то. Думаю, блин, дойду туда и там попробую еще раз. Короче, не знаю, еще километр прошел. Там были уже фонарные столбы. Тоже никого, ни души. И фонарные столбы, какой-то перекресток с фонарными столбами, со светом. Я уже там перевернул велосипед, поменял покрышку. Еще всю дорогу комод этот дурацкий, блядь, ненавижу его. Он, я не знаю почему, у меня стоит галочка, что оффлайн, все карты скачаны, все дела. Ну, блядь, он вообще почему-то, какая-то связь у него с интернетом всю дорогу. Какая-то такая незыблемая, нерушимая была. В плане того, что он вообще не хотел оффлайн карты мне показывать, а только все с интернетом. Видимо, надо его интернет этот отключать, когда по комоту ездишь, чтобы он не пытался с ним взаимодействовать. И эта сука всю дорогу этот интернет терял, этот комод. То есть ты едешь, ты в перчатках, весь замотан, мокрый. И ты не можешь, телефон у тебя лежит где? Или ты им подсвечиваешь и дорогу себе, и как бы монитор выключишь, чтобы он не отсвечивал и не садил батарею быстрее. И ты не видишь, куда ехать, ты просто едешь, и как бы в наушниках, и он должен в наушниках тебе говорить вправо, влево. Он, сука, молчит, связь потеряна. И ты такой уже на фонарь едешь, он такой просыпается, вы едете не туда, поверните. А ты, сука, едешь и фонариком хэнди с телефоном посвечиваешь, у тебя нету времени еще блукать. В общем, хапанул я стресса на этой поездке. Все, друзья, до следующих встреч, да, до следующих видео. Погнали, всех благ, всем всего самого наилучшего в новом году. Счастья, здоровья, интересной жизни, активной. Не ленитесь, не сидите дома, блин. Жизнь короткая. Просто просидеть, не знаю, пропялиться в телевизор, или пробухать, или там проиграть какие-то игрушки на компьютере. Очень жалко ее на это расходовать. Расходуйте ее как-то с умом, чтобы вам, даже если, и вот если так думаешь, чтобы потом было что вспомнить на старости. Да ни хера я не буду не вспоминать, просто буду где-то там подыхать, скулить. Ну, блядь, может где-то на подкорке будет, блин, ощущение, что прожил ее не зря, не сидя где-то дома, блин, и не только одной работой, а еще путешествовал, катался, как-то активно жил. Короче, я вам желаю в новом году активной, интересной жизни. Все, пока-пока.